В увлекательном мире вселенной Honkai Impact существует грозный класс существ, известный как хершеры. Эти хершеры представляют собой высшую кульминацию разрушительной силы Honkai, пробуждаясь, когда ядро хершера затвердевает или намеренно имплантируется в выбранный сосуд. Сосуды должны обладать необычайной устойчивостью к энергии Honkai. Поскольку для формирования ядра хершера требуется огромное количество энергии, эти загадочные существа способны бросать вызов законам физики, создавая величайшую угрозу со стороны Honkai. Если его не остановить, хершер может уничтожить целую цивилизацию. Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня я постараюсь рассказать вам, кто такие хершеры. Эти грозные существа, окутанные тайной, стали легендами вселенной Honkai Impact. Кто эти загадочные существа? Как они появились на свет? Что ими движет и почему каждое появление хершера опустошает ваш кошелек? Мы раскроем эти тайны, так что давайте отправимся в это путешествие. Этимология. Чтобы по-настоящему понять суть хершеров и их силы, мы должны углубиться в этимологию слова хершер. Это немецкий термин, переводится как правитель, сузерен или монарх. Имя хершеров отражает их абсолютное господство над способностями, связанными с их ядром. Создание хершера. Хершеры возникают разными способами. Обычно хершеры просыпаются, когда хозяин подвергается воздействию значительного количества энергии Honkai, что приводит к затвердеванию ядра хершера в его теле. Например, Сирин, ставшая хершером, поглощая энергию Honkai из реакторов внутри Вавилонской башни. Необходимо уточнить, что хершером она стала не благодаря экспериментам, как предполагают некоторые заблуждения. В ее случае ее высокая адаптируемость Honkai и руководство воли Honkai сыграли решающую роль в ее трансформации. Другой метод включает в себя преднамеренную имплантацию ядра хершера хирургическим путем или другими способами, как это было в случае с Мэй и Венди. Важно отметить, что не каждый может стать вместилищем для ядра хершера. Сосуд должен обладать высоким уровнем адаптативности Honkai. В противном случае огромная энергия может оказаться фатальной. Ядра и камни. Существует стойкое заблуждение, что камни это не полноценные версии ядра хершера. На самом деле камни по сути такие же, как и ядра хершера, хотя есть некоторые различия. Ядра хершера и камни служат источниками энергии, черпая энергию Honkai из воображаемого пространства. Разница между ними заключается в том, что камни были переданы Сирин непосредственно волей Honkai. Живые и мертвые ядра. В нынешнюю эпоху ядра хершеров считаются живыми. В отличие от предыдущей эры, эти ядра могут менять свои свойства даже после извлечения их из тела хершера. Этот уникальный аспект позволяет переносить ядра в новый сосуд, что было невозможно в предыдущую эпоху. Персона хершера. Интересным аспектом трансформации хершера является появление личности хершера, особого сознания, которое может напоминать раздвоение личности. Характер личности хершера варьируется от хершера до хершера. Некоторые, как Сирин, не демонстрируют образ хершера, в то время как другие, как Фухуа, борются с ним. Уровень сопротивления, оказываемый человеком-хозяином личности хершера, может существенно повлиять на его владение своими силами. Предыдущая эра против текущей эры. Хершеры нынешней эры имеют сходство со своими предшественниками, но также демонстрируют адаптацию к современному прогрессу. Например, хершер господства из нынешней эпохи обладал уникальными способностями, которые не было у его аналога из предыдущей эры. Авторитеты хершеров нынешней эпохи развиваются по мере появления новых хершеров, пропавшие хершеры. Несмотря на разнообразие хершеров, с которыми мы столкнулись, в головоломке все еще есть недостающие части. То есть есть хершеры, которые были в предыдущую эру, но так и не появились в эту эру. В заключение отметим, что хершеры являются центром вселенной Honkai Impact Surf, представляя собой беспрецедентный источник и опасность. Их сложное происхождение, уникальные личности и потенциал адаптации делают их центральной темой постоянно расширяющихся знаний этой увлекательной вселенной.